Привет из Мингорода. С утра пораньше спешу на встречу с украинцами. Сегодня 31 августа, последний день, когда можно использовать билет за 9 евро для проезда в автобусе, на ЖД-транспорте по всей Германии. И вот мы решили не упускать такой возможности. И сегодня вновь отправляемся в путешествие. А едем сегодня в город Эшвеге. Привет! Привет, компания! Мы сегодня встречаемся на остановке тем же составом. Аня, Олеся, Полинка. Полин, сумочка. Ой, у тебя другая сумка. У тебя что, для каждого города своя сумка? Ничего себе! Сашуня! Сашунь! Привет! У тебя такой сердитый привет! Полин, мы едем путешествовать? Куда? Мама, куда мы едем? В Эшвеге! Поехали! А мы сегодня едем в город Эшвеге. Это город в Германии, расположен в земле Гессен. Впервые упомянут этот город в 974 году императором Оттоном II. Город прекрасно расположился на обоих берегах реки Вера. На левом старый город, на правом берегу новый город, и они соединены мостом. А мы уже приехали в Геттинген на автобусе и уже видим свой железнодорожный поезд, который нас довезет до Эшвеге. И вот мы уже в городе Эшвеге. Мы здесь первый раз, ничего не знаем. И вот это первая улица, на которой мы оказались. Эта улица привела нас прямо с вокзала. И вот идем и не знаем, что же мы увидим. А увидели мы церковь Святой Елизаветы. Вот эта красивая белая церковь. И хочу сказать, что это первая церковь, в которой надо подниматься по ступенькам. Она находится на возвышенности. Вот тем она для меня примечательна. А вообще она очень красивая, выполнена в таких светло-коричневых серых тонах. Церковь была закрыта. И вот такие двери в церковь. Тоже, надо сказать, такие красивые двери вижу впервые. Церковь нам настолько понравилась, что мы с Полиной решили обойти вокруг этой церкви. Это католический приход. В Эшвеге мы были в понедельник, сейчас уже как раз полдень. И вот эта церковь была закрыта. Но мы с Полиной обошли по периметру этой церкви, полюбовались и красивыми окнами, и элементами архитектуры этого здания. И вот хочу сказать, это только начало нашего путешествия. Мы будем еще гулять часа 4, это точно. И вот Полина все это время будет ходить с нами. Представляете, какая выносливость у ребенка. Если Сашунька путешествует в коляске, то Полина с нами за руку пешком. Очень красивая территория вокруг этой церкви. Ну, мы обошли, посмотрели, спустились и идем дальше. Вот я догоняю Полину и идем дальше. А сейчас перед нами замок Эшвеге. По-другому этот замок называют Ландграфским замком. Это 15-16 века, а строительство было начато в 14 веке. Мы видим перед собой 3 высокие, огромные арки. Вот через них мы и подошли к Ландграфскому замку поближе. Замок состоит из 3 основных зданий. Вот северное крыло – это старейшая часть замка, выполнена из тесаного камня. Западное крыло – это 14 век в готическом стиле. С 1736 года здание служило в качестве церкви. Вот. И посередине этой площади, перед Ландграфским замком, видим фонтан, который называется фонтан Фрау Холле. Вот такой вот он красивый, этот фонтан. Он был построен в 1930 году. И хорошо видно наружный рельеф. Это
сценки и сказки. И фонтан в рабочем состоянии, вода льется, цветы цветут. Уж больно красивые здесь пеларгонии. А вот это южное крыло Ландграфского замка. Это южное крыло с фахверным верхом и мансардной крышей. Было построено в 1755 году. А это мы видим союзный герб ландграфа Морица и его второй жены Юлиана. И под этим гербом есть разъяснение. Это этим гербам. А мы полюбовались Ландграфским замком, вышли из него, чуть-чуть опустились вниз по тротуару и оказались на набережной реки Вера. Это река, которая протекает через город Эшвеге и делит его на старый город, который находится на левом берегу, где мы сейчас и находимся, и на новый город на правом берегу. Посмотрите, каких водоплавающих мы увидели. Сначала подумали, что это утки. Но у них такие высокие или длинные, не знаю, как правильно выразиться, ноги. Это просто на удивление. И вышагивают так независимо и гордо, как будто цапли. Вот плывет, как будто уточка, но лапки у них не красного цвета, как вот у этих обычных уточек. Этих здесь тоже много. И селезни, и уточки, все тут чувствуют себя свободно. И вот еще на бетонные плиты, прям под ограждением выходит греется. Сегодня тепло, солнечно, ясно, но поскольку уже осень, то немножко ветрено. На противоположном берегу дом и часы. Мы видим на часах 1:30 дня. Вот мы путешествуем где-то уже часа полтора. Это мост через реку Вера. Двухарочный, невысокий такой, изящный, легкий, романтичный. Мы остановились посмотреть. Сашунька вылез из коляски. Говорит, я тоже хочу на уточек посмотреть. Это мост с другой стороны. Перешли через мост и оказались на берегу реки Вера. Вот видно, какое здесь течение, а на противоположном берегу, в буквальном смысле, дома стоят прямо на берегу реки Вера. Красота, ничего не скажешь. Идем дальше. Увидели дом, который называется Райффайзен-дом, Райффайзен-хаус. На углу деревянные скульптуры, очень интересные, своеобразные, и вообще по дому очень красивая, изящная резьба по дереву. А мы идем просто идем, куда глаза глядят. Ну, вообще-то мы ищем книжный магазин, Полинка идет впереди, потому что из каждого города, в котором мы бываем, привозим открытки с изображениями, с достопримечательностями этого города. Мы нашли этот магазин книжный, приобрели открытку и оказались на площади перед ратушью. Это ратуша, здание тоже старинное, фахверного типа. Очень красиво цветут пеларгонии. И вот что мы видим. Это музыкальный инструмент, который установлен на здании ратуши. Называется он карильон. Вот. Идем дальше. Увидели церковь, рыночную церковь святого Дионисия. Вот она такая высокая, в таких темных тонах. Красивая церковь. Двери в церковь были открыты, и, конечно же, мы зашли в эту церковь. Узнали, что это церковь заловая в стиле поздней готики, 1451-1521 года. Башня в ядре выполнена в XIII веке. Ниф во время 30-летней войны был уничтожен, но восстановлен. Мы вошли в церковь, тишина, красота, никого не было, мы были здесь одни. И, как всегда, в полном изумлении рассматривали здание этой церкви изнутри. Подсолнухи, букет подсолнухов, цветные красивые витражи, тишина, покой, наслаждались красотой. И посмотрите в очередной раз, какой красивый сводный купол, потолок. Высоченные окна узкие. И, обернувшись, увидели прекрасный орган. Каких органов только мы не видели, и каждый по-своему красив. Каждый красив по-своему. А этот еще оформлен и картинами
художественной живописи. И вот здесь какое красивое. И выходя из церкви святого Дионисия, Аня обратила мое внимание, говорит, посмотри, по обе стороны от входа расположены солнечные часы. Я сама, честно говоря, даже бы их не увидела, потому что они на высоте, наверное, 6-7 метров. А вот Аня увидела, и спасибо ей. Честно сказать, первый раз вижу солнечные часы на церкви и еще с обеих сторон. Я уже сказала, что мы купили открытку с видами Эшвеги, с достопримечательностями, и там увидели вот такую башню. И говорю, девочки, пока мы не найдем эту башню, не уедем из города. И совершенно случайно, вот кто бы мог подумать и поверить, вышли прямо к этой башне. Такая она красивая, сказочная, небольшая, изящная. Просто прелесть. Так что все, что мы сегодня запланировали увидеть, увидели. Даже увидели еще на кондитерской и брецель. Вот такой вот брецель, который означает, что здесь булочная, кондитерская. Надо сказать, что народу в городе было немного, это был понедельник. Вот. А идем мы уже к железнодорожному вокзалу и увидели еще одну церковь. Вот эта церковь. На стене часы показывают 20 минут 4. Это мы путешествуем уже чуть больше 3 часов. Двери в церковь и внешние и наружные двери были открыты, и, конечно же, мы тоже вошли и в здание этой церкви. И здесь бросается в глаза вот эта белизна этих скамеек, сидений, белые стены, балконы и вот такие строгие коричневого цвета, кирпичного цвета колонны, и окна обрамлены в таком же стиле, строго, красиво и очень величественно. И здесь красивенные сводчатые потолки, красивенные. Вот каждая церковь по-своему красива. А на этом наше небольшое путешествие по городу Эшвеге заканчивается. Мы уже идем к ЖД вокзалу. И хочу сказать, что в Эшвеге есть еще одна достопримечательность. Это башня Бисмарка. Вот, эту башню мы посетили с дочкой, есть у меня отдельное видео, и кому интересно, обязательно зайдите и посмотрите, оставлю ссылку в описании под видео. Всем, кто с нами сегодня путешествовал по немецкому городу Эшвеге, всем говорю спасибо, надеюсь, что вы также получили массу удовольствия, много приятных моментов испытали, и всего самого хорошего вам. Пока!